Может ли зверь испытывать жалость по отношению к человеку? Возможно ли человеку выжить в стае среди диких волков? 80% читателей сейчас ответили бы, конечно, нет на эти вопросы. Но порой жизнь и дикая природа преподносят нам такие сюрпризы и удивительные истории, которые больше похожи на сказку. Как маленькой девочке удалось выжить среди диких волков, читайте далее. Этот случай произошел в горном казахском ауле. Там жила семья пастуха, он сам, его жена и двое дочерей. Глава семейства приглядывал за овцами, а его жена оставалась дома с дочерьми. Но одной присматривать сразу за двумя грудными малышками, старшей было менее 2 лет, да еще и вести домашнее хозяйство, задачка не из простых. Поэтому любящий муж помогал своей жене и брал старшую дочь с собой. В выходные семья оставалась дома и проводила время вместе. Но однажды такую идиллию нарушили, мужчину вызвали проследить за скотиной, так как сменщик на работу не вышел. Он немедленно вскочил на лошадь и умчался в поле, забыв о том, что старшая дочь привыкла ездить с ним. А вот малышка не забыла и тотчас же поползла вслед за папой. Мама была занята младшей дочкой, поэтому пропажу старшей заметила не сразу. А когда спохватилась и пошла ее искать, то девочки уже нигде не было. Убитые горем родители искали ребенка последующие 3 суток, им помогали соседи, но все поиски оказались безуспешными. Так как неподалеку от аула был лес с дикими волками, то все посчитали, девочку уже не найти, ее растерзали звери. Конечно же, и отец, и мать винили себя в гибели дочери. Искать пропавшую девочку помогали все жители аула. Но один из них отсутствовал дома несколько дней, он ходил на охоту, поэтому не знал, что произошло в семье соседа. Охотник возвращался домой и на своем пути встретил стаю диких волков. Звери вели себя странно, они не кинулись на мужчину, хотя у него было при себе ружье, но и не пускали его вперед. Мужчина испугался, он понимал, что у него просто нет шансов выстоять в битве с волками. В отчаянии он попытался напугать зверей, предупредительно выстрелив в воздух. И волки все же решили удалиться. Но охотник заметил, что одна волчица стояла неподвижно и даже не думала уходить с этого места. Он подумал, что она охраняет своих волчат. Вот только это было не так. Мужчина увидел за волчицей дочурку своего соседа. «Этого просто не может быть», – подумал он. Маленький ребенок никак не мог преодолеть расстояние в пару километров и остаться невредимым, особенно рядом с волками. Девочка тоже узнала соседа и поползла к нему. Волчица не препятствовала этому, только посмотрела и убедилась, что ребенок в безопасности. А затем ушла вслед за стаей. Еще одним шоком для мужчины оказалось молоко на губах у ребенка. Ведь это значило, что волчица ее кормила. Почему так случилось? Было ли это результатом жалости или же волки перепутали, приняв девочку за волчонка? Охотник принес девочку в аул, и счастью родителей просто не было предела. Они тоже не поняли, что это было за чудо, но какая разница, ведь их дочка снова рядом, целая и невредимая. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.